Всем большой привет, меня зовут Лада и добро пожаловать на канал Любимое дело. В этом видео я покажу вам вариант того, как сделать фоторамку из газетных трубочек. Делается она легко и просто, единственное, понадобится чуть-чуть терпения и немножко труда. Ранее я показывала, как крутить трубочки из газет. Если вам интересно, то ссылочку на это видео я оставлю в описании. Сколько понадобится газетных трубочек, я не знаю. Буду смотреть в процессе работы. В общем, накрутила про запас вот такую вот кучку. Кстати, кручу я газетные трубочки не из газет, а из мелких журналов. Мне нравится это тем, что трубочки получаются тоненькие, и изделия из них получаются очень красивые и изящные. Но вы можете крутить эти трубочки из чего хотите. Понадобятся трубочки, картон вот такой вот плотный, и картон вот такой вот тоненький, клей ПВА, кисточка, ножницы. Это еще не все, полный список материалов, которые я буду использовать в этом видео, я оставлю в описании под видео, так что заглядывайте туда. Ну а мы начинаем. Итак, первое, что нужно сделать, это постелить клеенку, чтобы не запачкать стол. Далее из плотного картона мы вырезаем вот такую вот заготовку. Размеры будут все индивидуальные. У меня, например, это 15,5 на 16 сантиметров. Мне достаточно будет такой фоторамки, потому что фотография будет небольшая. И теперь понадобится, кстати, еще клей ПВА с кисточкой. И теперь мы будем клеить наши трубочки газетные на вот эту заготовку картонную. Будем клеить горизонтально. Еще немножко внимание ваше обращу тем, что трубочки у нас имеют две стороны. Первая — это там, где мы заклеивали кончик, и вторая — там, где она начиналась. То есть вот там, где мы заклеивали кончик, эта трубочка немножечко, чуть-чуть потолще в этом месте, поэтому при наклеивании их на картон я буду менять их сторонами. То есть сначала там, где потолще, наклею, а потом идет трубочка, вот эту сторону я уже сюда наклею. Ну что, поехали. Трубочки наклеены на картон, и теперь я все это полотно промазываю клеем ПВА. Теперь отложу эту заготовку в сторону, пусть она немного высохнет сверху, и начну сейчас делать другие заготовки. Для этого мне понадобится вот такая вот полоска, ну, такого тоненького картона, длиной около 13,5 сантиметров, шириной около 3 сантиметров мне понадобится, но я лишнее обрежу. И сейчас мы на эту заготовочку будем клеить газетные трубочки. И промазываем сверху клеем. Также заготовку эту на время откладываем в сторону. Теперь берем половину альбомного листа, ну, у меня он белый лист, и будем на него клеить газетные трубочки, но по 2 трубочки вместе. Сейчас покажу, каким образом. Вот таким вот образом. Следующая пара трубочек у нас идет немного на расстоянии от предыдущей. Вот так вот. И так наклеим 4 раза, то есть у нас получается 4 пары. И сверху эти трубочки промазываем немножко клеем ПВА. Следите внимательно за тем, чтобы в заготовках трубочки были плотно приклеены друг к другу. Ну вот я сделала последнюю заготовку, также жду, чтобы она сверху чуть-чуть подсохла, и потом все 3 заготовки положу под пресс. А в это время я беру вот такой вот тоненький картон, фотографию, которую собираюсь поместить в мою будущую рамку, и вырезаю из картона заготовку размерами чуть больше, чем фотография.
вот таким вот образом. Ну, там буквально на полсантиметра немножко будет выходить за фотографию. Далее я беру скотч, ножницы. И сейчас мне необходимо то пространство, где будет будущая фотография, кроме вот тех краев, которые были немножко лишними, заклеить скотчем. И заклею еще нижнюю часть. Эта заготовка у меня готова, и теперь я жду, пока детали фоторамки высохнут под прессом. Я достала заготовки из-под пресса, они высохли, и они не скукожились, ровненькие, прямые. И сейчас нам нужно вырезать наши детали вот таким вот образом. Ножницами эту заготовку оказалось довольно сложно обрезать, поэтому я использую канцелярский нож и вот такую вот дощечку, чтобы защитить стол. Кстати, вот эти вот остатки трубочек, которые у нас остались после обрезания, можно не выбрасывать, а сделать, например, из них браслет. После обрезания у меня получилась вот такая вот большая деталь фоторамки, это основная деталь. И сейчас я буду выравнивать края и вообще заполнять вот эти все пустые пространства с помощью шпатлевок. На самом деле вы можете этого не делать, вы можете оставить так, как есть, например, тут просто закрасить или же заклеить бумагой. Но я делаю это для прочности, это во-первых. И во-вторых, так как я очень сильный перфекционист, идеалист, то для меня очень важно, чтобы было все пряменько, гладенько. Так что я это все буду сейчас делать. Я беру шпатлевку, шпатель и начинаю процесс. После того, как я зашпатлевала края, я оставляю деталь сушиться и потом буду штукатурить в этих местах. Теперь я беру те парные трубочки, которые наклеивала на простой лист бумаги, и вырезаю их. Теперь из этих трубочек будем делать рамку. Размерами рамки будет вот такая вот заготовка картонная, которую мы скотчем обклеивали. Я вырезала из альбомного листа такой же прямоугольник, только снизу немножко оставила, чуть-чуть на полсантиметра. Вот по этой заготовке мы будем делать рамку. Отмеряем размеры, вырезаем и наклеиваем. Рамочка готова, теперь жду, пока она высохнет, и положу под пресс, чтобы она не деформировалась. Прошло время, шпатлевка полностью высохла на детали, и теперь я возьму две губки абразивных, это с крупной наждачкой и с мелкой наждачкой, и заштукатурю вот эти вот края.
Я заштукатурила края, они теперь стали ровненькие. Скажу, что это очень пыльная работа, этим стоит заниматься над раковиной. И еще скажу, что этот этап вы могли бы и пропустить, то есть вместо заштукатуривания могли бы сюда там что-нибудь наклеить, бумажку, либо картон, либо еще трубочки. Но я люблю работать со штукатуркой, поэтому для меня это труда не составило. Теперь у нас наверху детали такая пыль небольшая. Я ее смахну кисточкой с твердой щетиной. Ну и всю деталь я немножечко протру мокрой тряпочкой, чтобы убрать окончательно всю пыль. И края вот так вот протру. Ничего страшного не будет, у нас шпатлевка уже застыла намертво. Все, теперь мы приступаем к следующему этапу. Теперь я беру вот такую заготовку, которую я клеила недавно, она у меня была под прессом, канцелярский нож, и теперь мне необходимо внутри вырезать вот это вот белое полотно, которое у меня есть. Вырезаю я на доске, чтобы защитить стол. Я все вырезала, и теперь мне осталось собрать детали фоторамки вместе. Здесь такой нюанс, смотрите, сначала идет основная часть, затем на нее клеится вот эта часть со скотчем, где я скотчем обклеивала до конца, то есть вот этой стороной вниз. И затем на нее клеится вот такая фоторамка. Причем там, где я обклеивала белым листом, немного заходила на трубочку, также клеится вниз стороной. Вот таким вот образом будет. Она у меня будет не прямо расположена, а чтобы было интереснее, чуть-чуть на бок я ее наклею. Итак, сначала клею вот эту деталь. Теперь я мажу клеем именно то место, где нету скотча. Все, теперь клеим рамку наверх. Фоторамка уже почти готова, осталось все это положить под пресс, чтобы деталь не деформировалась и все хорошо склеилось. Остатки клея, которые вы видите, они очень легко убираются, так что с этим нет проблем, можете убрать и пальчиком, и мокрой тряпочкой, пока это все не высохло. А еще раз повторюсь, как я клеила вот эту внутреннюю рамку. Я клеила только 3 стороны. Это боковые стороны и верхнюю сторону. Нижнюю я не трогала. Тут, видите, я могу легко ее немножечко поднять, потому что именно с этой стороны будет продеваться фотография внутрь и помещаться вот сюда вот. Осталось совсем немножко. Во-первых, задекорировать фоторамку после того, как она под прессом полежит, приклеится хорошо, и сделать крепеж для нашей фоторамки. Помните, в самом начале я делала вот такую вот деталь прямоугольную из газетных трубочек. Она мне пригодится, именно из нее я буду делать крепеж для фоторамки, но это будет уже в последнюю очередь. Сейчас я достала почти готовую фоторамку из-под пресса, все хорошо приклеилось, и осталось мне ее задекорировать. Перед этим я все детали покрашу белой краской, чтобы не просвечивал газетный принт. А потом уже перейду к декору и в последнюю очередь сделаю крепеж для фоторамки. Рамка для фото готова. Расписывала я ее акриловыми красками и сверху нанесла специальный лак для прочности. И сейчас я вставлю сюда фотографию. Посмотрю, что в конечном итоге получилось. Кстати, фотография вставилась легко. Что я могу сказать по изготовлению этой фоторамки? Она изготавливается очень легко и просто, несмотря на то, что видео получилось слишком длинным и состоит из множества этапов. Только две трудности я нашла. Первая трудность — это в том, чтобы правильно измерить параметры вот этой внутренней рамки, чтобы фото подходило хорошо и чтобы оно хорошо туда вставлялось без всяких проблем. И вторая трудность для меня была — это крепеж фоторамки. Он, мне кажется, у меня не получился. Или, по крайней мере, получился не очень аккуратным.
Это была моя идея, в интернете я ничего толкового для такого варианта фоторамки не нашла, поэтому пришлось придумывать самой. Но в этом и плюс, есть куда стремиться, есть что пробовать новое, так что буду работать в этом направлении, может быть, придумаю еще другой какой-нибудь крепеж для фоторамки, более улучшенную форму. Кстати, после этой фоторамки я сделала еще одну, правда, она немножко в другом стиле сделана, но все же. А здесь меня интересовал, опять же, крепеж для нее. Получился чуть-чуть аккуратнее, чем, например, вот у этой, но все-таки мне он по-прежнему не очень нравится. Так что буду экспериментировать дальше. И да, еще добавлю, что та идея, которую я использовала в изготовлении этой фоторамки, это не единственная идея, это не единственный вариант изготовления. Добавляйте что-то свое, может быть, какой-то свой дизайн, какие-то свои варианты укладки трубочек. В общем, экспериментируйте, и обязательно все получится. Главное, чтобы было вдохновение. Я вам желаю его и желаю отличного настроения. Если вам понравилось видео, понравилась идея, то обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.